В Махачкале снова неспокойно. Россия собирает новую армию для нового штурма, а НАТО получает нового генсека. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. В Махачкале хотят защитить геев дискриминации их. Все на фоне потопа и перестрелок в столице Дагестана. Как это так, вообще говоря? Это недопустимо. Свобода мнений. Молдова и Украина начинают вступать в Евросоюз. Что кроется за красивыми словами? Процесс вступления, который начался сегодня, будет сложным и потребует постоянной приверженности реформам. Премьер-министр Индии впервые за 5 лет отправляется в Москву. Договориться о сотрудничестве, в первую очередь, и о правилах этого сотрудничества. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, не забывайте подписываться на канал. И про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. Поехали. Махачкала после новой перестрелки накануне вечером погрузилась в воду. Скорее всего, события не связаны друг с другом, но тем не менее. Улицы города после дождя заполнила вода, уровень которой позволил передвигаться по городу на некоем подобии лодок. А центр столицы Дагестана, в котором не так давно орудовали террористы, перекрывали из-за шутки. Мужчина подошел к двум девушкам, сидевшим в районе Университетской площади, и сказал им: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка». Одна из них позвонила в полицию, и, учитывая перестрелки накануне, шутка удалась. Очень странная реакция на все события в Махачкале. К примеру, председатель Конституционного суда Российской Федерации предлагает запретить митинги ЛГБТ в мусульманских частях РФ. Не распространение знания, пропаганду, нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних. И Европейский суд принял решение, оно было, кстати, не одно, так я понимаю, Михаил Борисович, если он меня поправит. Как это так, вообще говоря? Это недопустимо, свобода мнений. Более того, в Российской Федерации запрещены митинги. Конечно, свобода есть свобода, но я после этого спрашивал наших коллег в Европейском суде, председателя тогдашнего. Я сказал: как вы полагаете разрешить эти митинги, например, в Грозном или в Махачкале, где 90% это мусульмане? Как это будет воспринято? И их там живыми оставят или нет? Но дело идет не только о мусульманах. Традиционные религии, все вообще стоят на традиционной позиции, вообще говоря. Россия сформировала новую армию для развертывания в Украине, пишут аналитики Института изучения войны. Но собрали ее в основном из действующих частей и подразделений. А само название, скорее всего, восстановлено еще со времен Второй мировой. Российская армия сейчас проходит масштабные реформы, включая создание новых общевойсковых соединений армейского уровня. И ссылка украинских источников на 51-ю армию может быть ранним индикатором того, что Россия сформировала еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине. Аналитики института пишут, что про 51-ю армию вспоминают только украинские источники и указывают на то, что российские военные перебросили части 155-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады, это первый армейский корпус, так называемый ДНР, а также части 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с запада и юго-запада, от Донецка на Харьковское направление. Премьер-министр Индии впервые за 5 лет отправляется с визитом в Москву. Всего месяц назад он перезашел на свой пост. Об этом напоминает CNN. Индия публично не критикует Москву за широкомасштабное вторжение в Украину, но закупает российскую нефть, правда, за рупии, которые так и остаются в индийской экономике. Чтобы понять, зачем Нарендра Моди может лететь в Москву, мы поговорили с экономистом Олегом Пензиным. Договориться о сотрудничестве, в первую очередь, и о правилах этого сотрудничества. Идея продавать нефть за рупии принадлежит не Индии, принадлежит России. Это был способ уйти от расчетов в долларах. Просто нужно понимать, что все расчеты в долларах в той или иной степени контролируются американскими банками, как следствие Министерством финансов Соединенных Штатов Америки.
Для того, чтобы закрыть этот сегмент нефтяного рынка от американского взора, россияне пошли на расчеты с Китаем в юанях, с Индией в рупиях. Но если с Китаем ситуация еще хоть как-то теоретически может решаться, потому что Китай является мировой фабрикой, и, естественно, перечень товаров, в которых заинтересована Российская Федерация, достаточно велик. С Индией ситуация намного хуже. То, что может сегодня предложить Индия, Российскую Федерацию не интересует. Предложение оставить рупии, российские рупии, в индийской экономике – это единственный путь каким-то образом реализовать эти достаточно большие там суммы, где-то 30-40 миллиардов долларов в рупиях. Но вопрос-то, в принципе, есть в другом. А что дальше делать с этими инвестициями в индийскую экономику? Российский министр обороны впервые созвонился со своим американским коллегой. Одной из тем разговора, как пишут российские телеграм-каналы, был инцидент с американским разведывательным беспилотником Global Hawk, который патрулирует Черное море и который, по утверждению россиян, корректировал удары по оккупированному Крыму. В Пентагоне объяснили, в чем заключался созвон и о чем говорили. Министр обороны Остин говорил сегодня по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым. В ходе разговора министр подчеркнул важность поддержания линии связи на фоне продолжающейся войны России против Украины. Последний раз министр Остин разговаривал со своим российским коллегой, тогдашним министром обороны России Сергеем Шойгу, 15 марта 2023 года. Мало информации от Пентагона тоже, кроме того, что инициировала контакт американская сторона. Российские телеграм-каналы предполагают, что разговор был таким прощупыванием и оставил Белоусову лазейку для продолжения личного контакта. А тем временем НАТО получила нового генерального секретаря. Правда, Йенсу Столтенбергу еще до 1 октября нужно будет оставаться на этой должности, но послы стран Альянса уже утвердили кандидатуру Марка Рютте, пока еще премьер-министра Нидерландов, на этом посту. Первый комментарий, как мы все и ожидали, дал человек, комментариев которого мы все время ждем, чтобы увидеть все так, как есть на самом деле. В общем, прояснило ситуацию. Страны НАТО и тем более Генсек ничего не решают в Альянсе, всем заправляют США. Также днем ранее в ЕС утвердили нового генерального секретаря Совета Европы. Им стал Алан Берсе, экс-президент Швейцарии. А тем временем Украина и Молдова стартуют с подготовкой к началу переговоров о вступлении в ЕС. Премьер-министр Молдовы и вице-премьер-министр Украины выступили с теплыми словами в сторону ЕС и пообещали сделать все, чтобы наконец-то туда прийти. По этому случаю я еще раз однозначно заявляю, что Молдова видит свое будущее в Европейском Союзе, и мы приложим все усилия для достижения нашей стратегической цели – стать членом ЕС. Мы приветствуем рамки переговоров, предложенные ЕС, и настоящим выражаем согласие с их руководящими принципами, содержанием переговоров и переговорными процедурами. Но все это еще не означает вступление в Союз. Немаленький путь еще предстоит одолеть Киеву и Кишиневу. Процесс вступления, который начался сегодня, будет сложным и потребует постоянной приверженности реформам в таких важных областях, как верховенство права, судебная реформа и борьба с коррупцией. Мы призываем украинские власти продолжать демонстрировать твердую политическую приверженность реформам ЕС, которую они проявили до сих пор. Важный вопрос о том, кто за все это платит, и мы задали этот вопрос экономисту Олегу Пензину. Молдова и Украина будут идти по совершенно разным сценариям. У Молдовы за плечами есть очень большой симпатик, который является паровозом движения Молдовы в Европейский Союз, это Румыния. Со всеми историческими взглядами, со всеми историческими подходами. С Украиной, тем более Молдова, намного меньше. Географически и по населению. Что касается Украины, ситуация совершенно иная. Украина большая страна. Украина страна, в которой идет война. Украина это очень крупный производитель аграрной продукции. Украина
Украине предстоит очень активно обсуждать со своими европейскими партнерами место Украины на европейском рынке не только аграрной продукции, а всего того, что Украина готова производить. При этом Украине предстоит сделать достаточно большой объем реформ, которые формально будут финансироваться из бюджета Европейского Союза по программе Ukrainian Facility. Ну а я хочу напомнить, что мы существуем благодаря вашей поддержке, спонсорство, донаты. То, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео. Не останавливайтесь на достигнутом, давайте развивать друг друга. Ну и давайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. Все это непременно очень важно. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.